Друзья, если у вас нет возможности читать рассказ Эрнеста Сеттон Томпсона «Жизнь серого медведя», смотрите это видео. Это история о жизни большого серого медведя в лесах Америки. Итак, далеко отсюда, на западе, жила серая медведица Гризли с медвежатами. Больше всего она хотела, чтобы ее оставили в покое. Был июль. Медведица повела своих малышей к реке, чтобы показать, что такое земляника и как ее нужно искать. Обычно у Гризли было максимум 2 малышей, а у этой их было аж 4. Медведица поднимала тяжелые камни и пни, и медвежата сразу набрасывались на муравьев и червей, которые жили под ними. Потом мать повела деток к реке, чтобы показать, как нужно ловить рыбу. Медвежата наелись досыта и захотели спать. Они легли возле матери. Младшую звали Мохнатка, старшего Уэб, других Лыска и Кудряш. Когда они через 2 часа проснулись, то стали играться. Лыска и Кудряш упали в реку, и их понесло течением. Они стали звать маму на помощь. Медведица подбежала вовремя и спасла деток от быка, готового уже атаковать малышей. Она сцепилась с быком и ранила его. Старый скотовод на лошади объезжал свои стада. Он услышал вдалеке рев, подъехал к своим быкам и увидел, что один из них был сильно ранен. Фермер догадался, что это медведь его так поцарапал, и с винтовкой поехал по следам быка. Очень скоро он увидел сразу все семейство и начал стрелять. Медведица не успела отвезти вглубь леса своих деток. Первой погибла Мохнатка. Медведица бросилась на человека и тоже упала после выстрела. Оставшиеся медвежата бросились к телу матери. Следующими были Лыска с Кудряшом. Перепуганный выстрелами Уэб убежал в лес. Фермер снова выстрелил и перебил ему заднюю лапку. Человек был доволен охотой. Всю ночь хромой медвежонок бродил по лесу. Он звал на помощь свою маму. Ему было холодно, он хотел есть, и у него сильно болела лапа. Утром стало теплее, и Уэб пошел добывать еду. После обеда он потопал туда, где остались мама и братья. На том месте стая шакалов терзала то, что осталось от его близких. Уэб решил поскорее уйти оттуда. Днем он добывал себе пищу, а ночью спал в дупле дерева. Однажды его место занял дикобраз, и Уэб вынужден был уйти искать другое место. Он всех боялся. Барсук на него шипел, и Уэб убегал. Шакалы его преследовали, и он залезал на дерево. Раненая лапа заживала медленно, и он всегда теперь прихрамывал. Особенно это было неудобно, когда он залазил на дерево или от кого-то убегал. Уэб рос, и мелкие животные перестали его трогать. Однажды утром, когда Мишка ел кедровые орехи, к нему спустился большой черный медведь. Уэб быстро залез на дерево. Медведь полез за ним и сбросил его на землю. Уэб поковылял дальше. Медведь не стал его добивать, потому что подумал, что где-то рядом должна быть его мать. Так Уэба прогнали из кедровых лесов, богатых шишками. Одинокий медвежонок в поисках пищи уходил все дальше и дальше вглубь леса. Однажды его догнал шакал, но тогда Уэб зарычал на него, и шакал трусливо убежал. Вот так он впервые почувствовал свою силу. А однажды Уэб увидел человека. Тот выстрелил, но не попал. Медвежонок сразу убежал подальше. Его отовсюду прогоняли. Дикая коза, дикая кошка, белки. Долго Уэб искал место, где его никто не трогал. На новом месте орехов было много. Он научился находить зимние запасы белок и воровал их орехи. К холодам он стал большим. Как-то у реки Уэб угодил лапой в бобровый капкан. Было очень больно. Он потянул капкан за собой, пытаясь снять этого незнакомого врага. В
В конце концов ему удалось разжать капкан и освободить лапу. Была ранняя осень. Лоси ходили по лесу туда-сюда. От них Уэбб прятался на деревьях. А потом наступила зима. Медвежонок нашел место, где заснул, а проснулся уже весной. Проснулся голодным и худым и сразу пошел искать хавку. Однако сейчас не было ни ягод, ни муравьев, ни орехов. Нашел мертвого лося, наелся. Через несколько дней он съел всего лося. Нужно было теперь искать новую пищу. Однажды Уэбб почуял запах другого серого медведя и пошел ему навстречу. Это был старый медведь, который явно не был рад новому соседу. Уэбб убежал от него. Приближалось лето. Уэбб начал линять. Ходил, чесался спиной о деревья, помечая таким образом свою территорию. Он быстро рос и набирал силу. Как-то поздним летом в своих владениях он увидел черного медведя. Тот сам спрятался от Уэбба на дереве, а потом ушел с его территории. Однажды Уэбб увидел шакала, который почему-то топтался на месте. Ударом лапы он отправил шакала на небеса, а потом понял, почему он не убегал. Шакал попался в капкан, и Уэбб тоже попался. Но он помнил, что нужно делать, и быстро разжал пружины. Наступило третье лето в жизни Уэбба. Его шерсть посветлела, он стал взрослым медведем. Охотник-индеец видел Уэбба и хотел его подстрелить. Однажды он ранил медведя в плечо. Уэбб убежал, но человек преследовал зверя. Второй выстрел и вторая рана. Уэбб пришел в бешенство. Он спрятался и ждал охотника. Тот радостно шел по кровавым следам. Уэбб завалил его одним ударом. Проходили годы. Уэбб стал огромен и угрюм. С того дня, когда погибли его родные, он ни с кем не дружил и никого не любил. Ни один дикий зверь не был ему страшен. Его все боялись. Однажды он пришел на запах падали. Это была туша мертвого лося. Запах железа и человека был еле уловим. В общем, наш Мишка в очередной раз угодил лапой в капкан. На этот раз в медвежий. Как всегда, было очень больно. Но на этот раз капкан не открывался. Нужно было приложить все свои силы, чтобы освободиться. Освободился. Но в капкане остался его большой палец. С этого момента запах человека и железа приводил его в бешенство. Местные пастухи знали, что где-то рядом жил злой Мишка. Однажды Уэбб наткнулся на хижину, в которой жили люди. И снова его подстрелили. Медведь догнал человека и убил его. Когда вечером напарник вернулся в хижину, то увидел мертвого друга. Рядом была записка: «Меня растерзал Уэбб, мне больно, Джек». Миллер поклялся отомстить за друга. Несколько дней он охотился за медведем и наконец-то увидел его. Миллер выстрелил в голову, но промахнулся, только задел. Уэбб бросился на человека. Тот сразу залез на дерево, без ружья. Медведь не мог достать до него. 4 часа он ждал охотника, а потом задолбался и ушел. Миллер еще час просидел на дереве. Затем спустился, взял ружье и пошел домой. Когда он отошел подальше от того дерева, Уэбб догнал его. Больше в той хижине никто не селился. Однажды в тех краях, где жил Уэбб, нашли золото. Появились золотоискатели, большей частью пожилые люди. Они ходили вокруг и везде копали. Как-то двое стариков встретились с Мишкой. Люди враждебности не проявляли, потому Уэбб не стал их трогать, а молча ушел. Медведь забрел в те места, где когда-то потерял близких. Там хозяйничали черные медведи, но они были не ровня Уэббу. Он пометил свою новую территорию. Мишка ходил, поднимал камни в поисках беличьих запасов еды. У черных медведей сил поднять камень не было.
Потому белки в этих краях прятали орехи под камнями. Уэб и орехи ел, и белок. Везде стояли метки большого серого зверя. Скоро здесь не осталось ни одного черного медведя. Кто не хотел уходить сам в лес, уходил на небеса благодаря Уэбу. Людей, которые хотели строить на его территории фермы, Мишка прогонял. А вообще он избегал запахов железа и человека, на всякий случай. Животные боялись Уэба, всегда уходили подальше, когда он появлялся рядом. Прошло еще несколько лет. Уэб стал старым. Однажды он почуял странный незнакомый запах и пошел к нему. Раненые лапы все больше причиняли ему неудобства. Мишка вышел на местность, где ранее не бывал. Запах шел из ямы, наполненной водой. Вода оказалась теплой, и Уэб погрузился в нее. Ему было здорово. Он откисал около часа. Когда вылез, то и лапы не болели, и вообще было классно. И здесь Мишка тоже пометил территорию. Он периодически приходил сюда принимать ванну, когда у него болели лапы. С годами Уэб становился все злее и опаснее. Однажды в его владениях люди построили ферму. Хозяин был охотником, он решил поймать медведя. А правительство США тем временем отвело большой участок леса под заповедник. Туда стали приходить дикие животные. Здесь они могли не бояться людей. В центре Йеллоустонского парка построили гостиницу. В 10 минутах ходьбы было место, куда люди выносили остатки пищи, и медведи с радостью ее ели. С каждым годом их становилось все больше, и никто никогда не нападал на людей. Тот фермер-охотник увидел однажды среди этих медведей огромного серебряного мишку. «Блин, да это же наш Уэб», — сказал фермер. «И когда он здесь бывает?» — спросил он. «Каждый год, июль-август, очень смирный мишка». В гостинице Уэб плохо себя вел только 2 раза. В самом начале, когда в первый раз зашел в здание, и когда одна тупая медведица рассердила его. Она вздумала прогнать Уэба. Если бы она не залезла на дерево, Уэб прикончил бы ее с ее медвежонком. Один серый лохматый медведь пошел искать себе место обитания далеко от своих земель. Все лохматые медведи были очень злыми и очень умными. Лохмач ходил много, пока не забрел на территорию Уэба, а здесь было много пищи. Метки Уэба Лохмач видел хорошо, понимал, что это чья-то территория, но есть хотелось. Лохмач поднял пень в надежде поживиться мышами, но под ним ничего не было. Пень покатился к дереву, на котором стояла метка Уэба. Метка была высоко, значит медведь был большим. Тогда Лохмач залез на этот пень и поставил свою метку, еще выше метки Уэба. Хитрожопый, однако. Уэб скоро увидел следы чужака и начал искать его. А Лохмач подкатывал пни к деревьям Уэба и метил территорию. Вскоре Уэб увидел эти метки. «Вот блин», — подумал он, — «я с таким здоровяком, может, и не справлюсь». Но Уэб не был трусом. Он продолжал искать чужака. Наш Мишка постарел. Зрение ослабло, когти и зубы стерлись, старые раны чаще болели. Лохматый ходил постоянно на стреме, чтобы не встретить хозяина. Понимал, что шансов у него не будет. Он видел Уэба и прятался от него. И продолжал метить территорию. Лохмач даже ходил к теплому источнику. И Уэб видел там его следы. Чувствовал, что чужак рядом. Но он был слаб и впервые уклонился от боя. Даже не приняв ванну, Уэб ушел. «Фух, пронесло», — подумал Лохматый. Уэб впервые почуял в горах какой-то непонятный запах. Причем рядом было много скелетов животных. Это из гор выходил какой-то газ. Уэбу запах не нравился, от него хотелось спать.
Тогда он побыстрее снова ушел в лес. Свой лечебный источник Уэбб уступил гиганту-врагу, потому тело и раны болели все сильнее. Когда он чувствовал слабость, то врага не искал, а когда были силы, то уже не мог учуять врага, который постоянно от него скрывался. Лучшие места для корма Уэбб отдал чужаку. Он с каждым днем чувствовал себя все хуже. Уже сам избегал встреч с врагом. Итак, первая уступка на источнике привела к окончательному отступлению. Он уходил все дальше от этих мест. Еды становилось меньше, Уэбб слабел. В конце концов он вернулся туда, где был маленьким медвежонком. Но и там он почуял запах гиганта. И снова отступил. Куда же теперь идти, думал он. И пошел в Йеллоустонский парк. Уэбб проходил мимо оврага со смертельным газом и пошел прямо к нему. Сейчас этот запах манил его. Он шел к нему навстречу и скоро заснул. Ему было очень хорошо. Вот такая история, друзья.